Добрый день, я надеюсь, у вас все хорошо сегодня. My name is Natalie. On my channel Natalie Practical Russian, I'm helping you listen to more Russian. In this video, we are going to talk about wishes and possibilities with the use of the particle бы. I'll give you examples and explain how to use the particle бы. And I hope my channel is helpful, and I would appreciate if you're subscribed to my channel. There is a free material available for you. I've prepared common Russian phrases. You can easily get it by clicking on the link below. Scroll down, find the link, click on it, and I will send to you my free material. Okay? Now let's move on to the topic. Сегодня у меня короткая история для вас, и мы будем говорить о желаниях и о возможностях. Что мы могли бы сделать? Какие у нас возможности? У нас сейчас много возможностей. Мы могли бы делать разные вещи, да? Мы можем путешествовать. Например, я могла бы поехать в Европу. Конечно, мне нужна виза, это требует времени, но я могла бы, у меня есть такая возможность. Или другой пример, я могла бы поехать в Турцию, мне не нужна виза, я могла бы купить билет в Турцию, да, хоть сейчас или завтра, и я могла бы полететь в Турцию. Это очень легко. Да? Но я здесь, потому что у меня есть причины, я в России. Что еще я могла бы? Что я могла бы делать сегодня? Я могла бы позаниматься спортом, у меня есть такая возможность, но я не хочу, не сегодня. Я могла бы встретиться с подругой, нет, не могла бы, она занята сегодня, и поэтому нет, я не могла бы встретиться с ней. Может быть, я могла бы встретиться с моей сестрой. Какие еще у меня есть возможности сегодня? Я могла бы пойти в кино, я могла бы поужинать в ресторане, я могла бы остаться дома и посмотреть интересный фильм. Да? У меня есть много возможностей. Но это не значит, что я буду это делать сегодня. Это только что я могла бы сделать. Это мои возможности на данный момент. Но также у меня были возможности, что я могла сделать в прошлом. Например, сейчас я учитель, но я могла бы работать программистом. Я хотела работать программистом. Я начала изучать языки программирования, да, и я могла бы работать в Европе. Я хотела работать в Германии, и я думаю, я могла бы работать в Германии. У меня была такая возможность. Конечно, если бы я училась 2-3 года, да, я могла бы работать в Европе программистом. У нас есть возможности сейчас, и у нас также были возможности в прошлом. Но мне нравится моя работа, и мне нравится, что я учитель, мне нравится, что я делаю. Что еще? Что я хотела бы, да, мои желания. Сейчас я хотела бы, не знаю, отдохнуть на пляже. Я хочу солнца, да, я хотела бы прогуляться по пляжу, я хотела бы увидеть море, да, у меня есть огромное желание. Один день я хотела бы провести на море. Это так прекрасно. Что еще я хотела бы? Да, может быть, я хотела бы погулять в Европе, в любом городе в Европе, но сейчас я не могу сделать это. Это только мои желания, и я знаю, что это почти нереально. Что я хотела бы сделать сегодня? Я хотела бы закончить это видео. Обычно это занимает время. Да, последняя неделя была очень трудная. Я хотела бы делать больше видео для вас, но я не могу. Да, это мое желание, но обычно, когда мы говорим «я хотел бы», есть факторы, и мы знаем, что мы не можем сделать что-то.
Я хотела бы, что, не знаю, хотела бы сегодня. Что еще я хотела бы? Я думаю, хватит. Мы используем бы, когда мы говорим о чем-то нереальном. Это что-то нереальное. Например, это наши возможности, наши нереальные возможности, желания и вежливые просьбы. Да? Номер 1 – возможности. Я не занята сегодня, у меня есть время, мы могли бы встретиться сегодня вечером. В выходные будет хорошая погода, они могли бы поехать за город. Она хороший специалист, она могла бы работать в Европе. Это возможности. Мы можем делать это. Номер 2. Нереальные возможности. Он мог бы позвонить вчера, но он забыл. Обычно это что-то нереальное мы не сделали. Мы могли бы закончить этот проект неделю назад, да? Но что-то случилось, да? Мы не сделали. Мы могли бы, у нас была возможность, но она уже нереальная, потому что это прошлое. Номер 3. Желание. Он не хотел бы работать в субботу. Часто он работает в субботу, но в эту субботу он хотел бы отдохнуть. Он хотел бы не работать в субботу. Что я хотела бы сейчас? Я хотела бы не готовить сегодня. Я хотела бы сходить в кино, может быть. Я хотела бы погулять в парке. Но я не знаю, я буду это делать или нет. Это только мои желания. Я хотела бы, но я знаю, что я не буду это делать сегодня, потому что у меня нет времени, но я хотела бы. Я хотела бы работать в Европе, но я не знаю, это реально или нереально для меня. И последнее, номер 4, это вежливые просьбы. Не могли бы вы сказать, где метро? Не мог бы ты говорить помедленнее? Не мог бы он остаться сегодня на работе дольше? Да? Когда мы просим что-то вежливо, не мог бы ты помочь мне? Не могли бы вы показать мне город? Сегодня у меня только 2 вопроса. Вопрос номер 1. Что бы вы могли сделать вчера, но не сделали? Что бы вы могли сделать вчера, но не сделали? Вопрос номер 2. Что бы вы хотели сейчас? Что бы вы хотели сейчас? Но, может быть, это трудно или нереально, или вы еще не уверены. Что бы вы хотели сейчас? Хорошо. I hope it was good practice. Answer my 2 questions in the comment section. What could you have done yesterday and what would you like to do now? I'm looking forward to your comments, okay? And don't put off getting my free material. This book is very helpful and has common Russian phrases. You can practice your Russian more. To get it, click on the link below. The link is in the description section. I wish you good luck. Спасибо, хорошего дня и увидимся.